Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео предлагаю вам связать вот такой очень интересный узор спицами. Узор основан на вязании резинки 3 на 3 и резинка чередуется с интересными ажурными вставками. При этом и резинка смещается, и ажурные вставки. И получается вот такой красивый рисунок. На самом деле я этот узор увидела на модели летнего платья. Также можно связать летний пуловер, кофточку, маечку. Этот узор отлично подходит для этого. Я вязала образец из пряжи полухлопок Янар Джинс. Здесь моточек, в нем 45% акрила, 55% хлопка. Моточек 50 грамм, 160 метров. И я использовала спицы номер 3,5. Получается отличное полотно, отличный узор для летних вещей. В этом видео я подробно вместе с вами разберу этот узор, а также предлагаю вам ознакомиться с моделью, с описанием летнего платья. Возможно, вы по этому описанию свяжете себе либо платье, либо пуловер. Как я и говорила, узор основан на вязании резинки 3 на 3. Раппорт узора составляет 6 петель, чередование 3 лицевых и 3 изнаночных, плюс 1 петля, плюс 2 кромочных для набора петель. И в начале вязания узора необходимо начинать узор резинки с 2 лицевых, 3 изнаночных, затем 3 лицевых. То есть начинаете 2 лицевых, затем повторяйте 3 изнаночные, 3 лицевые и заканчивайте ряд 2 изнаночные, кромочные по бокам. Провязав резинку на желаемую высоту, с любого лицевого ряда начинаем вязать ажурный рисунок. Дорогие рукодельницы, приступаю к вязанию первого ряда. Если вы хотите вязать по схеме данный узор, то переходите по ссылкам под видео, где вы можете скачать схему. Итак, первый ряд. Первая петля кромочная, мы ее снимаем, не провязывая. Далее провязываем лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево. И для этого в начале меняем местами стеночки первой петли и провязываем сразу за вторые стеночки 2 петли одной лицевой. И тогда петельки укладываются в левую сторону, и получается мы 2 петли провязали лицевой с наклоном влево. Далее начинаем повторять полный раппорт узора. Изнаночная, 2 петли вместе с наклоном вправо. Для этого за первые стеночки заводим за 2 петли спицу и провязываем их одной лицевой. Далее накид, следующая петля лицевая, накид и 2 петли с наклоном влево. Меняем местами стеночки первой петельки и провязываем 2 петли лицевой за вторые стеночки. И повторяем раппорт. Изнаночная, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и 2 петли вместе с наклоном влево. Повторяем необходимое количество раз. Изнаночная, 2 петли с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 петли с наклоном влево. В конце ряда здесь я уже провязываю неполный раппорт. Изнаночная, 2 петли с наклоном вправо провязываем за передние стеночки 2 петли вместе лицевой, накид и лицевая. На этом у нас заканчивается ряд и последняя петля кромочная. Поворачиваем вязание. Далее переходим к вязанию изнаночного ряда, второй ряд узора. И в изнаночных рядах необходимо провязывать все петли по рисунку, накиды изнаночными. В этом ряду первая петля кромочная, далее идет изнаночная, ее изнаночная,
накид изнаночной, следующая петля изнаночной, и далее идет лицевая, ее провязываем лицевой. Далее идет повтор 5 изнаночных и лицевая шестая, и вновь 5 изнаночных и лицевая. В общем, вяжем в изнаночных рядах все петли по рисунку. Перехожу к вязанию третьего лицевого ряда узора. Первая петля кромочная снимаем, далее провязываем лицевая, накид и лицевая. Далее начинается раппорт узора. 3 петли вместе. И для этого необходимо снять первые 2 петли, третью петлю провязываем лицевой и снятые 2 петли предыдущие перекидываем через провязанную. Далее идет лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И вновь повтор раппорта уже второй раз. 2 петли снимаем, третью провязываем лицевой, перекидываем 2 снятые петли через провязанную, 3 петли вместе. Далее лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И вновь повтор раппорта. 2 петли сняли, третью провязали, снятые петли перекинули через провязанную, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда последний раппорт провязываем неполным. 2 петли снимаем, третью провязываем лицевой, перекидываем 2 петли через провязанную, далее остается лицевая, накид, лицевая и последняя петля кромочная. Поворачиваем вязание наизнанку, и в 4-м изнаночном ряду все петли идут изнаночные. Все петли, все накиды провязываем изнаночными. Начинаю вязать 5-й лицевой ряд узора. Первая петля кромочная, ее снимаю, далее 2 лицевых и накид. Далее начинаю вязать полный раппорт узора с 3 петель, провязанных вместе. И для этого в начале первые 2 петли снимаю, третью провязываю лицевой и предыдущие 2 снятые петли перекидываю через провязанную. После накид, 3 лицевых и еще раз накид. И идет новое повторение раппорта. 3 петли вместе в начале снимаем 2 петли, третью провязываем лицевой, перекидываем 2 снятые петли через провязанную, накид, 3 лицевых и накид. Еще раз повтор. 3 петли вместе, накид, 3 лицевых, накид. И так повторяем необходимое количество раз. Последний раппорт в ряду провязывается неполным. 2 петли снимаем, третью провязываем лицевой, перекидываем снятые петли через провязанную, накид, и остается 2 лицевых и кромочная. Поворачиваем вязание, и в 6-м ряду все петли в изнаночном ряду и все накиды вяжем изнаночными. Седьмой лицевой ряд вяжется очень просто. Первую кромочную снимаем и далее все петли провязываем лицевыми, а следующий 8-й изнаночный ряд, соответственно, по изнанке все петли провязываем изнаночными.
Перехожу к вязанию 9 лицевого ряда и в 9 ряду начинаем вязать вторую половину раппорта в высоту. И в начале первые 4 ряда провязываем резинку 3 на 3, но при этом меняем местами дорожки изнаночных и лицевых петель. Смотрите, если в предыдущих рядах вязания резинки я начинала с 2 лицевых вязания резинки, то теперь после кромочной я провязываю 2 изнаночных, далее 3 лицевых, 3 изнаночных и повторяю 3 лицевых, 3 изнаночных. Заканчивается у меня ряд, соответственно, так как я начинала с 2 изнаночных, в конце ряда будет тоже 2 изнаночных и кромочная. Далее следующий изнаночный 10 ряд провязываем по рисунку петель. Ну, соответственно, 11 и 12 ряды резинки тоже вяжем по рисунку петель резинки. Начинаю вязать 13 ряд и в 13 ряду начинаю выполнять ажурную полоску на основе связанной резинки. Первая петля кромочная, далее 1 изнаночная, далее 2 петли вместе 1 лицевой. Заводим спицу за первые стеночки, провязываем 2 петли 1 лицевой. После накид. И далее вяжем полный повтор рисунка. Лицевая, накид, 2 петли лицевой с наклоном влево. Для этого меняем стеночки петли и провязываем за вторые стеночки 1 лицевой. После изнаночная и 2 петли вместе с наклоном вправо. Для этого заводим за первые стеночки, провязываем 1 лицевой. После делаем накид и повторяем полный раппорт еще раз. Лицевая, накид, 2 петли вместе влево, изнаночная, 2 петли вместе вправо, за первые стеночки провязываем лицевой и накид. Еще раз повторяем: лицевая, накид, 2 петли вместе влево лицевой 1, далее изнаночная, 2 петли вместе вправо и накид. И так вяжем до конца ряда необходимое количество повторений. В конце ряда последний раппорт провязываем неполным. После накида лицевая, накид, 2 петли с наклоном влево лицевой и последняя изнаночная, и остается кромочная. Поворачиваем работу и в 14 ряду, в изнаночном ряду, здесь есть лицевые петли, поэтому вяжем по рисунку. Первая петля кромочная снимаем, далее следующая лицевая и идет 5 изнаночных. И 1 петля лицевая в раппорте. И провязываем так этот ряд. Начинаю вязать 15 ряд узора. Первая петля кромочная, далее 2 петли вместе 1 лицевой, провязываем за первые стеночки, 2 петли 1 лицевой. Далее идет лицевая, делаем накид и со следующей петли начинаем вязание полного раппорта. Лицевая, накид, лицевая, следующие 3 петли провязываем вместе. Для этого первые 2 петли снимаем, следующую провязываем лицевой и снятые 2 петли перекидываем через провязанную. После лицевая и накид. Начинаем новый повтор раппорта. Лицевая, накид, лицевая, 3 петли вместе, снимаем 2 петли, третью лицевой, перекидываем 2 петли, лицевая, накид и новое повторение.
лицевая, накид, лицевая, 3 петли вместе, после лицевая и накид. И так повторяем необходимое количество раз. В конце ряда вяжем неполный раппорт, лицевая, накид, лицевая, и здесь остается 2 петли, и провязываем 2 петли с наклоном влево. Кромочную вяжем изнаночной, поворачиваем вязание, и в следующем изнаночном ряду вяжем все петли изнаночные, все петли и все накиды. 17 ряд, первая кромочная, далее 2 петли провязываем вместе одной лицевой за первые стеночки, после накид и 1 лицевая, и далее начинается полный раппорт узора. 2 лицевых, накид, 3 петли вместе, снимаем первые 2 петли, третью лицевой и перекидываем 2 снятые петли через провязанную, накид, лицевая, 2 лицевых, накид, 3 петли вместе, накид, мне удобно считать 3 лицевые, но уже переход к новому раппорту, накид, 3 петли вместе. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда остается неполный раппорт, 2 лицевых, накид и 2 петли провязываем вместе с наклоном влево. И последняя кромочная. Следующий 18 изнаночный ряд, все петли вяжем и все накиды изнаночными. Девятнадцатый ряд вяжется просто, первая кромочная, далее все петли идут лицевые, соответственно 20 ряд изнаночный, все петли провязываются изнаночные. В 21 ряду начинаем вязать резинку, и в этом ряду необходимо поменять местами дорожки лицевых и изнаночных петель. Если мы предыдущие ряды резинки начинали с 2 изнаночных, то теперь первая кромочная, далее 2 лицевых и повторяем 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые. Заканчиваем ряд 2 лицевые, кромочная, и следующие 22, 23, 24 ряды мы вяжем по рисунку петель резинки. Из 25 ряда начинаем повторение узора как с 1 ряда, и с 1 по 24 ряд вяжется полный раппорт узора.